Нежно, аромат прованских трав и базилика, каждый овощ чувствуется отдельно. Франция. Густо, сладко, томатно. Испания. Главный баклажан, кинза, чеснок, острота, травы. Грузия. А теперь смотрите внимательно. Баклажан, помидор, лук, чеснок, перец, кабачок. Набор продуктов практически идентичный. И француз скажет «это рататуй». Грузин возразит «это аджапсандале». А испанец усмехнется «да какой же это рататуй? Это писто». И самое интересное, что все трое будут правы. Всем привет! Сегодня на Бесстрашной кухне гастрономическое расследование. Почему три народа, имея совершенно одинаковые овощи, при этом готовят совершенно разные блюда? И какое из них стоит вам уже приготовить в это воскресенье? Все три региона находятся примерно на одной широте. Жаркое сухое лето, вызревают одни и те же овощи. Это называется сезонная крестьянская кухня. Удивительно, но раньше люди не копировали рецепты из интернета. Они собирали все, что поспело на огороде, и думали, как бы это приготовить и съесть. И тут начинает работать кулинарная культура разных народов. Все получили одинаковый набор продуктов. Но каждая хозяйка в каждой деревне, в каждой стране сказала: отойдите, я знаю, как это правильно приготовить. И у каждой из них получились вкусные блюда. Я для сравнения взял 3 рецепта, сюда бы еще хорошо добавить сицилийскую капонату. Но ролик у меня на канале уже есть, делать ее второй раз, было бы как-то странно. Так что 3. Рататуй. Блюдо появилось в прованской ривьере. Отнюдь не в мультфильме его придумали. И произошло оно от окситанского рататолла, что обозначает долго тушить разные продукты в кастрюле. Появившись в 18 веке, название рататуй обозначало грубое рагу, приготовленное из остатков. И тогда его готовили для армии и тюрем. И на армейском сленге его называли ра, а по-французски ра – это крыса. Так что история крысы в мультфильме вполне оправдана. И только в 1952 году появился рецепт рататуя, который готовят сегодня. Сначала подготовлю овощи для соуса. Половинку репчатого лука. Я взял красный для разнообразия. Овощи для соуса я запеку в духовке. Хотите их обжарьте, хотите потушите. Наконец, если лень, то купите готовый томатный соус. Но запекание в духовке – это технологично и очень вкусно всегда. Чеснок прямо в шкурке, помидоры. Надрежу сейчас вот так вот их. Оливкового масла. Накрою фольгой. Еще удобно было бы, конечно, использовать пакет для запекания, но они у меня кончились. И в духовку на 180, наверное, минут 25-30, чтобы все хорошо пропеклось. И что важно нам для сравнения, что все овощи, кроме лука и чеснока, мы берем в одинаковых пропорциях. Для правильного рататуя все овощи обжариваются отдельно. Я начну с баклажана, потому что я его просолю, но не для того, чтобы избавиться от горечи. Горечи в современных баклажанах нет, а для того, чтобы он меньше впитывал оливкового масла при жарке. Оно дорогое, будем экономить. Нарезаем небольшим таким кубиком. Каждый овощ должен сохранить свой характер. Баклажан должен остаться баклажаном, кабачок кабачком, а перец перцем. И несмотря на то, что все они живут в одной кастрюле, никто никому не должен мешать. Стоп! И давайте разберемся с главным мифом. Вот этот знаменитый рататуй из мультфильма Pixar, где овощи красиво выложены веером, это совсем не рататуй. А это его современная ресторанная интерпретация, которая называется конфи бьяльди. Ее в 70-е годы разработал шеф Мишель Герар. А позже этот вариант популяризировал Томас Келлер, который и был консультантом на этом мультфильме. Кстати, если вы также красиво кружочками все нарежете, выложите в форму, посыпете прованскими травами, но не будете заливать томатным соусом, то у вас получится провансальское блюдо, которое называется тиан. Так что, как видите, вариантов рататуя довольно много. Да, это красиво, сложно, но бабушка из Ниццы никогда так готовить не будет. Настоящий рататуй – это крестьянское рагу. Солю. Аналогично кабачок.
оливковое масло. Для баклажанов нам нужно много. Так, сейчас я их выжму. Тут главное хорошо разогреть сковородку, но не перегрейте, потому что оливковое масло, кажется, максимум 180. Так. И обжариваем до румяной корочки. Солить не нужно, мы их уже посолили. Основа вкуса у рататуя – это хорошая карамелизация овощей, то есть реакция Майяра. Баклажаны в жировню, немного масла и перец. Солим в самом конце. И кабачки, ну или цукини. И соус. Овощи у нас запеклись отлично. Все буду делать в блендере. Шкурку с томатов можно снять. Видите, она теперь легко снимается. Томаты в блендер. Целиком. Туда же выжму чеснок. Где-то пару зубчиков. Можно даже больше, потому что печеный чеснок, он сладкий и совсем не горький. Луковицу и перец тоже сейчас почищу. И вот эти вот соки я тоже солью. Так, все, блендерим. Так, кастрюльку. Маленький огонь. Соль. Парочку. Потом до вкуса все равно будем доводить. Перец. И добавлю ароматы. У меня вот такое вот волшебное есть ситечко. Я в него все положу, чтобы потом не процеживать. Несколько гвоздичек. Лавровый лист. И розмарин. Его поглубже. И вы скажете, а где же твой любимый тимьян? Не нашел я свежий тимьян, поэтому взял сухой. Просто высыплю его. Крышкой накрою и пускай минут 10-15 потомится. Заливаем наше рагу, так чтобы не было очень жидкое, все-таки это не суп. Теперь я еще положу несколько веточек базилика, точнее листиков. Совершенно не обязательно, но мне нравится базилик здесь. Финальная проба: соль, перец, сахар главное. Соль нормально, перец, сахар отлично, ну потому что помидоры я взял очень хорошие сладкие. Крышку и томим минут 15-20. Следующее у меня Испания, Писто Манчего, регион Ла-Манча, родина Дон Кихота. В отличие от рататуя, главный герой тут томат. Это густой соус, который, в отличие от рататуя, где все только подружились, тут они, извините, практически превратились в единую кашу. И овощи для него режем очень мелко. Название писто произошло от латинского pistus, что значит толченый, битый, измельченный. Тут много оливкового масла. Сейчас я сниму эту штуку. Прямо вот не жалеем. Прародителем писто считается блюдо, которое называлось альбарония. Это было овощное рагу, которое готовили мусульмане в Андалусии. И тут интересно прослеживается связь со знаменитой шакшукой. А когда вы узнаете, как его подают, то сомнений у вас никаких не останется. Так как с помидоров нам нужно будет снять кожицу, я сразу воду поставлю греть. И поехали дальше. Перцы. И еще важное отличие от рататуя: здесь, как видите, нету баклажанов. Лук чуть-чуть заколеровался, добавляем перцы. Я еще добавлю немного острого перца, потому что каждый раз надо проверять. О, наверное, вот такой вот кусочек максимум. Вот такой ядреный. В это блюдо мы никакие специи не добавляем, поэтому я положу хотя бы перец. Совсем не в испанских традициях, без паприки, без всего. Последним кабачок, он дает много воды, и с ним бы ничего не пожарилось бы. Помидоры надрежу, полминуты в кипяток, сниму кожицу. Горячие, нужно было их в ледяную воду кинуть, конечно. Мелко произвольно их нарублю. Соль, парочку. И тут нам нужно будет добавить сахар, чуть-чуть. У меня помидоры хоть и сладкие, но это блюдо подразумевает в себе такую вот дополнительную сладость. Проверяем. Соль, острота, сахар хорошо. Накрою крышкой, но не до конца, так чтобы влага выходила
потому что нам нужно концентрированное такое получить пюре. Думаю, на маленьком огне где-то полчаса. Теперь Грузия. И если в рататуе все овощи играют одинаковую роль, а в писто главные помидоры, то в аджипсандал или аджипсандале правит баклажан. Название аджипсандал имеет тюркские корни и происходит из двух слов, которые буквально означают «какая восхитительная». Его еще используют для всякого смешного сборного. Говорят, ну, всякое такое аджипсандале. С историей тут довольно смутно. Когда и где это блюдо появилось, точно неизвестно. Как, собственно говоря, многие грузинские блюда, сколько я разных грузинских блюд не снимал, найти какие-то исторические справки довольно затруднительно. Сначала я лук обжарю просто до мягкости. И тут совершенно не обязательно оливковое масло. Можно взять обычное растительное рафинированное. Экономика должна быть экономной. Тут овощи мы режем крупно, значительно крупнее, чем на рататуй, и тем более на писто. Понятно, что, как и два других собрата аджипсандали, блюдо родилось на деревенских кухнях, блюдо сезонное, все то же самое. В аджипсандал многие кладут картошку и морковку. Ну, я думаю, что картошка – это дань советской эпохи, ну, чтобы блюдо было просто больше. А морковка нужна только в случае, если у вас не сладкие помидоры, чтобы придать сладость. Я ни морковку, ни картошку класть не буду, потому что в аутентичном аджипсандале ни картошки, ни морковки нет. 250 – нормально. Идеально было бы, конечно, приготовить их на улице на гриле, но погода сегодня, к сожалению, не позволяет. А фритюр тут чем удобен? Во-первых, масло у нас недорогое, его не жалко. Идеально все ровно обжаривается, получается хорошая корочка. Как раз то, что нам нужно. Пока жарится, нарежу кабачок, тоже крупно, вот прям большими штуками. Кабачок туда же, только я все-таки предварительно вот так вот сделаю. Пальцы я себе уже обжег. И перец, и острый перец. Перец тоже крупно, ну чуть мельче, чем баклажан. Ну и острый перец помельче. Соус тут самый простой, просто протертые томаты. Мне так не хочется снимать с них кожицу. Попробую я на терке натереть, может она останется. Я понимаю, что это неправильно. Кожицу обязательно надо снимать. В жаровню. И вот этот вот красивый желтый, жалко мне его портить, я его кусочками нарежу. Пусть будет у нас он для цвета. Я его купил за безумные совершенно деньги. Очень захотелось. Солим пару ложечек. Аккуратно перемешаю. Крышку и минут 20 на маленьком огне. Пусть томится. Порублю чеснок. Возьму, наверное, пару зубчиков. Они огромные. И главное, что делает аджипсандали, это, конечно, травы. Кинза и фиолетовый базилик я возьму. Некоторые еще используют укроп, но укроп мне тут не нужен. Я его вообще не очень люблю его. Зелени должно быть много. Нагрев можно выключить. Чеснок и нашу зелень. Перемешаем, крышку и пусть настаивается. Сюда, конечно, хорошо добавить какие-нибудь грузинские приправы. Хмели-сунели, уцка-сунели, молотый кориандр. Но тогда эксперимент будет нечистым, потому что в предыдущие я никакие специи не добавлял. Так что нет. Но вы, конечно, добавляйте. Но это не все. Испанцы скажут, что без яйца это просто овощи. А в варианте писто, которое готовят в стране басков, его смешивают со взбитыми яйцами, все это перемешивают, получается такое самостоятельное сытное блюдо. Рататуй. Он у меня уже остыл. На самом деле, все эти блюда можно есть и холодные, и теплые, и горячие. Они одинаково вкусны. 5 баллов за тонкость вкуса, за текстуру.
я бы это блюдо использовал бы как классный гарнир, например, к рыбе. Писта плотная, насыщенная, яйцо здесь прямо к месту. Я бы еще хамона добавил. Идеальный завтрак. Хочется макать и макать хлеб туда. А еще ПП, даже не ПП, а ППП, полезное постное питание, что вообще совсем не мое, ни то, ни другое. Ну, вот так вот получилось. Аджип Сандали. Это прямо взрыв вкуса. Ну, грузинское есть грузинское. Я грузинскую кухню обожаю. А еще с грузинским шоти. И соус получился изумительный. Я правильно сделал, что не добавлял никакие специи. Вот они прям здесь не нужны. Чистый овощной вкус, чеснок, кинза. Все отлично играет и достаточно. Трудно мне вынести вердикт. Все эти блюда вкусные, все разные. Я бы, наверное, поступил так. На завтрак я бы приготовил писта с яйцом, на обед жарким летом аджип сандали с хорошим белым вином, а на ужин рататуй с какой-нибудь рыбой на гриле. И еще один важный момент, касаемый этих блюд. Они отлично заготавливаются. Если вы смотрели мой ролик про капонату, то я там все подробно рассказывал. Так вот, рататуй, писта аджип сандали в банку, пастеризуем, стерилизовать не нужно, потому что pH меньше, чем 4,6, кислая среда. Этого достаточно, чтобы не было ботулизма. Но, опять же, я об этом рассказывал, у меня ролик на другую тему. Единственный момент, о котором я должен сказать, если вы закатываете аджип сандали, то не добавляйте туда чеснок и зелень. Откроете и потом добавите, иначе просто весь вкус потеряется. Да, но на этом овощные рагу не заканчиваются. Возьмите вок, пожарьте там чеснок, имбирь. Вместо соли добавьте соевый соус. Обжарьте овощи, кунжутное масло вместо оливкового. И вуаля, средиземноморское лето превращается в азиатское. Тот же состав, но еще один новый вкус. А вы делитесь своими идеями. Лучше всего, конечно, в моем телеграм-канале «Клуб бесстрашных гурманов». Мы обсудим лучшие интересные рецепты, приготовим вместе. Да, и, наверное, следующим роликом я все-таки сделаю еще один ППшный, потому что я не делал большой ролик про шакшуку. Да, у меня есть маленький шортик, который собрал кучу хейтов, и говорили люди, что я не умею и неправильно делаю шакшуку, это вообще не шакшука, обзывали всякими нехорошими словами. Так вот, в следующем ролике я вам расскажу, покажу и докажу, что я делаю правильную шакшуку. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, не пропустите. Всем пока, спасибо, что были тут.